Айзек Азимов. Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Если хочешь узнать правду, надо смотреть, куда плывут деньги. Легко быть щедрым за чужой счет. Подкиньте человеку мысль, что он поступает благородно, и вы удивитесь, сколько грязи выльет он на других, причем с удовольствием. Старики всегда считают, что молодые люди еще ничего не знают о любви, а молодые уверены, что старики уже все забыли. Ты знаешь, и те, и другие неправы. Когда наши потомки увидят пустыню, в которую мы превратили землю, какое оправдание они найдут для нас? Люди на земле должны дружить. Не думаю, что можно заставить всех людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми. Замечательное чувство – знать, что ты сам строишь мир. Насилие – последнее прибежище некомпетентности. В конце концов, кто сказал, что детство – самая счастливая пора жизни? О нет, это самое страшное и жестокое время, пора варварства. Нет даже полиции, чтобы защитить тебя, есть только родители, но они слишком заняты собой, их мир чужд и непонятен. Не все должно быть правдой, но все должно выглядеть правдиво. Воспоминания. Они всегда прячутся где-то рядом. В один прекрасный день их словно выталкивает, и они возникают, четкие, разноцветные, динамичные, живые. Инерция. Наши правящие классы знают один закон – поменьше перемен. Деспотизм – у них единственный аргумент в любом споре. Сила. Несправедливое распределение богатства – у них одно желание – удержать свое. Оглянитесь по сторонам, взгляните на планету Земля. Кто мы такие, чтобы хозяйничать здесь после того, как даже динозавров постигла неудача? Конечно, мы обладаем интеллектом, но что такое интеллект? Мы считаем разум очень важной штукой только потому, что им обладаем. Людям свойственно принимать сторону победителя, пусть даже его мнение расходится с их собственным. К культуре относится, например, то, каким путем мы зарабатываем себе на жизнь, от чего получаем удовольствие, во что верим, наше представление о хорошем и плохом и так далее. Жизнь приятна, смерть неизбежна, только переход оттуда сюда несколько хлопотен. Когда девушка идет к парню поговорить о химии, может быть, это и химия, но когда она ходит к нему поговорить о химии один, а то и 2 раза в неделю, это уже не химия. Никогда, долгое время.
Страх необходим, он заставляет соблюдать осторожность и сохраняет жизнь. Существует так много способов убивать время, что некоторыми приходится жертвовать. Земля – не вечный и единственный приют человечества, а всего лишь его колыбель, отправная точка бесконечного приключения. Нежеланные знания – это бесполезные знания. Люди так сложны и так отличаются друг от друга, что социолог никогда не знает о них все или хотя бы значительную часть того, что можно о них знать. Разве обязательно быть путешественником во времени, чтобы получить диплом историка? Быть свободным может только тот, кто хочет свободы. Господь любит нас всех, но ни от одного из нас не в восторге. Самая волнующая фраза, какую можно услышать в науке. Фраза, возвещающая о новых открытиях, вовсе не эврика, а вот забавно. Самый беспомощный и потерянный человек – это тот, кто заблудился в коридорах собственной памяти, туда никто не может добраться, чтобы спасти его. Вглядитесь пристальнее в себя и поймете любого другого. Предрассудки обычно правят людьми при отсутствии достоверных знаний. Бессмысленно сожалеть о том, что могло бы быть. Мы имеем дело с тем, что есть. Никогда не позволяйте морали удерживать вас от правильных поступков. В жизни, в отличие от шахмат, игра продолжается и после мата. Обижаться можно тогда, когда оскорбления, нанесенные в ярости, человек повторит, уже успокоившись. Бессонница – это когда не можешь спать, даже когда уже пора просыпаться. Первое правило диетики – если это вкусно, значит это вредно для вас. Главной характеристикой религии под названием наука является то, что она действует. Разве есть в жизни что-либо более прекрасное, чем поиск ответов на вопросы? Люди иногда принимают свои недостатки за недостатки общества и хотят переделать города, потому что не знают, как исправить самих себя. Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше промолчи. Я ощущаю себя молодым, красивым и сексуальным, но разглядеть это могут только несколько близких мне людей, я сам. Например, нельзя отказывать в свободе тому, кто обладает сознанием, развитым в степени достаточной, чтобы воспринимать понятие свободы и желать ее.
свобода не имеет цены. На свете нет важных людей. Разве вы возьметесь утверждать, что в природе существует один единственный важный микроб? Только преодолев величайшие испытания, человечество может успешно подняться к прекрасным и недосягаемым вершинам. Если врач скажет, что мне осталось жить 5 минут, я не буду рвать на себе волосы, просто я стану печатать на машинке немного быстрее. Существует только один светильник науки, и зажечь его в каком-либо месте значит зажечь везде. Лучше знать, даже если знание очень скоро повлечет за собой гибель, чем обрести вечную жизнь ценой тусклого скотского непонимания Вселенной, которая невидимо для нас бурлит во всем своем волшебстве. Предположим, что мы достаточно мудры, чтобы узнавать и знать, однако еще недостаточно мудры, чтобы контролировать свой процесс познания и сами знания, а потому используем их себе во вред. Даже если и так, знание все равно лучше, чем невежество. Жизнь – это цепь потерь. Ты теряешь молодость, родителей, любимых, друзей, удовольствие, здоровье и, наконец, саму жизнь. Ты можешь не принимать этого, и все равно будешь терять. Айзек Азимов. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.